Привет. Если честно, я пришла сюда чисто побомбить. Потому что меня бесит каждый чертов месяц отдавать кучу денег просто потому, что у меня есть матка и месячные. Давайте по-честному. Даже если ты самая везучая девушка на свете, у тебя вообще ничего не болит во время менструации, тебе все равно приходится каждый месяц покупать прокладки или тампоны. Они раньше-то не были дешевыми, но с нынешним ростом цен я вот специально проверила, и за последние 5 лет прокладки подорожали на целых 127%. 127. Это вообще нормально? Конечно, есть еще менструальные чаши. Гениальное изобретение. Один раз купила, пользуюсь годами. Но с чашей есть свои приколы. Во-первых, некоторым они просто не подходят. Во-вторых, далеко не факт, что получится с первой попытки подобрать нужную форму, размер, жесткость и что потом с неподходящей чашей делать. И в-третьих, использовать чашу вне дома может быть очень запарно. Моя подруга работает в детском саду, бегает по этажам, следит за детьми, убирает, кормит. И вот в этом круговороте ты идешь в туалет, чтобы достать чашу, опустошить ее, помыть. Нужны как минимум влажные салфетки, антисептик, или надо бежать к раковине, а значит, еще и посудину для чаши какую-то с собой носить, потому что, ну, не будешь же ты вот так с ней бегать. А если в попыхах ее неправильно вставишь, она может протечь. Я знаю женщин, которые все равно по итогу пользуются как минимум ежедневками, просто чтобы чувствовать себя спокойнее. Короче, как ни крути, на месячные все равно приходится тратить деньги. И если кто-то скажет, что это не так уж и дорого, чтобы жаловаться, во-первых, всегда есть люди, которые зарабатывают меньше вас. Круто, что для вас это мелочь, но это не значит, что так у всех. А во-вторых, вот честно, дело не только в ценах. Я, конечно, не говорю, давайте сделаем прокладки бесплатными, но почему, помимо того, что я плачу за товар, я должна еще и налог на него платить? Я не выбирала родиться с маткой. Можно я хотя бы налоги дополнительные за нее не буду отдавать? Я поискала, есть ли вообще такие страны, где налог на менструальные товары не берут, и знаете, что оказалось? Их дофига. И многие из них, кстати, в Африке. Кения, например, отменила этот налог еще в 2004 году. Еще один момент, которого я не понимаю. Прокладки — это необходимое средство гигиены. Типа как туалетная бумага. Но при этом ты не найдешь запас прокладок в туалете торгового центра, универа, школы. А ведь они там реально нужны. Особенно в школах, где у девочек еще тупо не установился регулярный менструальный цикл. Хотя о чем я говорю? В некоторых школах и туалетной бумаги-то нет. Но прокладки — это только самая верхушечка нашего красного айсберга. Некоторым счастливым девушкам не больно во время менструации или больно чуть-чуть. А есть те, кому очень больно. Это я, например. Когда я начинала читать про все это, то узнала, что, оказывается, есть нормальный уровень боли. Такой, который считается допустимым. Типа матка сокращается, торгает эндометрий, конечно, тебе больно. Но тебе что-то жить не мешает. Выпила обезбол и вперед. Вот это меня особенно бесит. А бейсболы вообще-то вредные. Одно дело, когда ты пьешь их иногда, и совсем другое, когда тебе приходится жрать их каждый месяц. Во-вторых, на них вообще-то тоже приходится тратить деньги. А потом еще, возможно, и на лечение гастрита или язвы, или какой-то другой радости, которая у тебя из-за этих обезболов появилась. Но больше всего меня поразила сама концепция этого нормального уровня боли. Типа, у тебя что-то болит, но это окей, это просто часть жизни женщины, так что ли? Еще один момент про менструальные боли. Хотя можно очень плохо чувствовать себя во время месячных, умирать от боли, но, как правило, тебе не дают из-за этого больничный. Ты либо закидываешься мощными обезболами и идешь пахать, потому что тебе нужны деньги, и ты не можешь себе позволить больничный за свой счет. Либо тебе так плохо, что ты берешь этот чертов больничный за свой счет и теряешь деньги еще и на этом. И вот у меня вопрос. Что за хрень, девочки? Что за хрень? Почему мы должны через это проходить? Я вот узнала, что, оказывается, есть страны, в которых можно взять оплачиваемый больничный на это время. Честно говоря, я в своих предрассудках ожидала, что это будут какие-то европейские государства. Но нет.
В Европе, кажется, только Испания и Португалия недавно сделали больничные для тех, у кого есть какие-то гинекологические диагнозы. Мне повезло однажды удаленно работать на организацию, в которой как раз можно было брать больничный, оплачиваемый больничный, если тебе плохо во время месячных. И знаете, что я поняла за это время? Это, блин, адекватно. Так вообще везде должно быть. Обычно перед менструацией лично мне было настолько плохо, что я не могла встать с кровати по 2 дня. Я пила сильные обезболы, типа хлестала по несколько пакетиков немесила в день. Пожалуйста, не делайте так, это очень вредно. Но даже так я могла только в позе креветки по дому передвигаться. Если кто-то спросит, что ж я к врачу не пошла, я ходила. Много раз. В разных городах, от разных врачей, и платных, и бесплатных. Я слышала, что это нормально, это пройдет, всем больно, это просто твоя особенность и так далее. Сейчас мне 30. И только год назад мне наконец-то поставили диагноз. Угадайте, какой? Эндометриоз. Кажется, что сейчас много говорят про эту болезнь, но если вы не в курсе, это когда клетки, которые похожи на те, что у нас внутри матки, по какой-то непонятной причине вдруг начинают расти где попало в разных неположенных местах и распространяются на наши органы, типа матку, яичники, кишечник, желудок, даже легкие иногда. Короче, оказалось, что именно из-за этого я большую часть своей жизни мучилась адскими болями. И я читала, что на самом деле довольно многие женщины с эндометриозом сталкиваются с тем, что им реально годами не могут поставить правильный диагноз. Это пиздец какой-то. Так что давайте будем говорить не только о том, что боль это ненормально, но еще и о том, что врачи часто все равно не помогают. И не только с эндометриозом, а вообще со многими женскими болезнями. Так, у нас вообще запись продолжается. Спасибо, конечно, всем тем умникам, которые говорят, идите к врачу, вам там помогут, но они не понимают, что можно ходить по гинекологам лет 10, потратить кучу сил, денег и нервов, и только после этого тебе, возможно, поставят диагноз. А потом, ну хз, смогут ли тебя вообще вылечить. Например, если у тебя миома, это такая опухоль, очень распространенная, она считается доброкачественной, ее могут вырезать. И после этого что? А ничего после этого, они потом снова вырастают. И с эндометриозом та же фигня. Если он сильно разросся, тебе сделают операцию, и потом он снова начнет расти. Это неизлечимая штука, и ее просто контролируют гормонами. Не только противозачаточными таблетками, если что, но да, их тоже для этого могут использовать. Короче, есть разные гормоны, и с этой болезнью ты можешь только надеяться, что какие-то тебе из них подойдут, а не просто дадут кучу побочек. Лично мне прописали Визанну. Это таблетки, которые, по сути, вводят тебя в искусственную менопаузу. Так что да, мне 30 лет, и я в менопаузе. Месячных у меня нет. Я уже морально готова эти таблетки пить хоть всю жизнь, честно говоря, потому что реально стало легче жить. Но стоят они как крыло самолета. И многие противозачаточные таблетки тоже. Хотя при таких болезнях они тебе могут вообще всю жизнь требоваться. Опять же, я не понимаю, почему дополнительно к цене таблеток мы платим еще и налог. Почему производителям позволяют еще и наценки делать на такие лекарства? Короче, какой у меня вывод? Даже если избавляешься от менструации, на обслуживание матки все равно уходит куча денег. Насколько я знаю, в России сейчас из-за всей этой истерики по поводу рождения детей у женщин появилась возможность во время диспансеризации проверить еще и репродуктивное здоровье бесплатно. Там есть базовые штуки типа осмотр, анализ крови, цитология. И при каких-то подозрениях вас могут отправить на дообследование. Не факт, что в маленьких городах реально будут нормальные специалисты, но я бы все равно советовала воспользоваться возможностью. Погуглить, когда вы можете пройти диспансеризацию. Это, кажется, раз в несколько лет делается. Заранее проверить, какие анализы вам положены бесплатно. И в идеале на осмотре у гинеколога активно жаловаться на боль. Может еще сказать, что в анамнезе у кого-то из родственниц был, я не знаю, рак яичников. Чтобы вас точно отправили на дообследование и сделали УЗИ, онкомаркеры и все вот это. Это может абсурдно звучит, но поверьте, никто не будет проверять, реально ли кто-то из ваших родственников болел. Зато вы сможете бесплатно сделать свои анализы. В конце концов, вы своими налогами это спонсируете, и мне кажется, грех этим не воспользоваться.
Давайте не будем переплачивать. Быть женщиной и так чертовски дорого. Спасибо, что послушали мой ток про все, что меня бесит в жизни с маткой. Если вы со мной согласны, пишите в комментариях. Я очень надеюсь, что я не одна такая. Берегите себя, заботьтесь о своем здоровье. Пока.